Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот бэби-гномика. Вяжем башмачки, ножки и плавно перейдем к вязанию туловища. Берем плюшевую пряжу цвет башмачков, основной крючок. Начально вот этот хвостик оставим чуть подлиннее, он нам еще пригодится. И набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 3 столбика без накида. Рабочую нить сильно не натягивайте, чтобы было удобнее вязать. 2, 3. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Вяжем далее одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. 1, туда же 2 и вяжем еще 1 столбик без накида. Старайтесь сразу выворачивать вязание, чтобы была лицевая сторона. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку. И повторим эту комбинацию еще один раз. Вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Вот этот вот хвостик вытащим не через серединную дырочку, а где-то вот тут вот рядышком на наружную сторону. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 прибавочка. Повторим такую комбинацию еще один раз. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Провязали. По желанию можно отметить новый ряд маркером, но я этого делать не буду, потому что здесь легче мне справиться без маркера. Итак, в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 2, 3 плюс 1 прибавочка. Такую комбинацию повторим еще один раз. И в следующем, то есть в этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4 плюс 1 прибавочка. Повторяем так еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 2, 5 плюс 1 прибавочка. Повторяем так еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида.
Провязали. В следующем ряду вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2 и 9. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И получается, это первая петля следующего ряда, в нее и вяжем первый столбик без накида. 1. И еще нам нужно будет провязать 13 столбиков без накида. 2, 3, 8, 9. И теперь мы вяжем по цепочке 5 столбиков без накида. Вяжем за стеночки петель. 1, 2, 3, 4 и 5. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим такую комбинацию еще один раз. Провязали. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. В следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. Ниточку рабочую протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик такой длины, с которой нам будет удобно стягивать вот это вот отверстие. Как я стягиваю это отверстие, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Далее наполним башмачок наполнителем. Наполняем вот эту вот часть, вот до этих пор. Вот эта вот часть у нас должна быть не наполнена наполнителем, потому что мы ее будем вот так вот заворачивать, чтобы нам было это удобно сделать. Наполняем умеренно плотно. Продолжаем вязание башмачка. Берем плюшевую пряжу в цвет башмачка. И теперь нам нужно будет вот в этом месте провязать 10 столбиков без накида. 5 петель, которые мы пропускали, не провязывали их, провяжем за них 5 столбиков без накида и провяжем за 5 стеночек, которые у нас остались от 5 воздушных петель. Итак, вот в этом уголочке заведем рабочую нить, присоединим ее к вязанию соединительной петлей. Далее в первую петлю вяжем первый столбик без накида. 1, далее 2, 3, 4, 5. Далее заводим вот в этот уголочек крючок, протягиваем рабочую нить, подхватываем стеночку петли, протягиваем рабочую нить и вяжем столбик без накида. Это получается у нас будет 6-й столбик без накида. Далее вяжем 7-й столбик без накида.
8 столбик без накида, 9 столбик без накида, 10 протягиваем рабочую нить. Далее что мы делаем? Здесь вот, где мы делали соединительную петлю в начале ряда, через нее мы тоже сейчас протянем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем 10 столбик. Так, провязали все эти 3 петли вместе, и получился у нас это 10 столбик без накида. Вот эту ниточку прячем вовнутрь вязания и вяжем 2 ряда без изменения, в каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали 10 столбик, слегка распустим, 10 столбик без накида второго ряда. Возьмем плюшевую пряжу зеленого цвета, это цвет полосочек, довязываем этот столбик без накида. Следующий ряд вяжем за задние стеночки петель 10 столбиков без накида, вяжем зеленой пряжей. 1, 2 и 10. Красную пряжу можно уже отрезать, завязать на узелочки и спрятать вовнутрь вязания. В следующем ряду вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8. Далее вяжем убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Петлю слегка вытянем, дозаполним вот эту вот часть башмачка наполнителем. Далее сделаем обвязочку за передние стеночки, которые у нас остались не задействованными. Берем ворсистую пряжу или плюшевую пряжу белого цвета. Обвязку делаем основным крючком. Фиксируем рабочую нить соединительной петлей. И вяжем по кругу 10 столбиков без накида. Рабочую нить сильно не натягиваем. В конце ряда делаем соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И все прячем вовнутрь вязания. Далее зафиксируем вот этот вот носик башмачка вот таким вот образом. Сделаем мы это в третьем ряду, если считать те ряды. Так, получается, у нас вот мы 3 ряда в общей сложности провязали по 10 столбиков без накида. Наверх подняли ботиночек. Это вот 1, 2, 3. Вот этот вот нижний ряд, который вяжется вот таким вот образом. Считаем его 1, потом ниже 2 и вот следующий вот третий ряд. На этом третьем ряду мы будем фиксировать носик башмачка. Итак, заводим крючок снизу, выводим сверху, берем, протягиваем этот хвостик и вот таким вот образом подтягиваем. И сейчас вот выведем вот в этом месте.
Подтягиваем. Подтягиваем, но в то же время следим, чтобы здесь не образовалась ямочка. Далее этот хвостик мы протянем сквозь кончик носика башмачка. Вот так. И выведем вот в этом районе. Сбоку тут зафиксируем мы уже на узелочек этот хвостик за заднюю стеночку любой подходящей нам петли. Далее берем небольшой кусочек белой пряжи, который мы делали обвязочку. И вот таким вот образом, вот в этом месте мы 3 раза обмотаем. Завязываем хвостики на узелочке, отрезаем лишнее и прячем вовнутрь башмачка. Продолжаем наше вязание. Вот этот последний столбик слегка распустим. На нем мы будем переходить к белому цвету. Берем плюшевую пряжу белого цвета, довязываем этот столбик. И следующие 2 ряда вяжем без изменения. Вяжем белой пряжей в каждом ряду по 9 столбиков без накида. Последний 9 столбик во втором ряду мы не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к зеленому цвету. Так что пряжу зеленого цвета пока не отрезаем. Итак, 9 столбик второго ряда у нас не довязан. Белую пряжу отодвигаем в сторону, подхватываем зеленого цвета пряжу, довязываем этот столбик. И в следующем ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Петельку вытягиваем и пряжу отрезаем, оставляя небольшой хвостик. Я этого делать не буду, потому что это у меня вторая ножка. Вот у меня первая ножка. По второй ножке я буду продолжать вязание. По второй ножке я белую пряжу отрежу, завяжу ее потом на узелочки и спрячу вовнутрь вязания. А зеленой пряжи по второй ножке мы вяжем не 2 столбика без накида, а провяжем всего 7 столбиков. То есть мне еще нужно будет довязать 5 столбиков без накида. Итак, вяжу 3 столбик без накида, 4, 5, 6 и 7. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Берем первую ножку, присоединяем, протягиваем петельки сквозь друг друга. Далее мы будем вязать по первой ножке 6 столбиков без накида. Так, первый столбик без накида, второй, третий, 6. И в 7 столбик, последний столбик, вот в этой ножке мы провяжем прибавочку. 1 и 2. И теперь в следующую петлю можно вставить маркер. Это будет начало нового ряда. Вот этот хвостик и эти хвостики фиксируем узелочком на любой стеночке петли подходящей и прячем вовнутрь вязания. Что мы делаем в следующем ряду? Вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида.
Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее провяжем 4 столбика без накида по цепочке. Для начала введем крючок в месте соединения цепочки с ножкой. Протянем рабочую нить, подхватываем стеночку петли по цепочке, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это первый столбик без накида по цепочке. Далее подхватываем стеночку петли, вяжем второй столбик без накида, подхватили третью стеночку петли, вяжем третий столбик без накида, подхватываем четвертую стеночку петли, протягиваем рабочую нить. Теперь на этой ножке мы тоже заводим крючок в месте соединения цепочки с ножкой, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем игрушки в этих местах не образовались дырочки. Далее вяжем по ножке 1 столбик без накида. Вяжем 2 прибавочки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Теперь мы будем с лицевой стороны вязать 4 столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4. И по ножке теперь мы вяжем до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 8 столбик не довязываем до конца, на нем будем переходить к белому цвету, берем плюшевую пряжу белого цвета, довязываем этот столбик. И в этом ряду у нас должно получиться 30 петель. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Зеленую и белую пряжу теперь мы не отрезаем, будем вязать, просто переставляя в нужный момент нужный цвет. 30 столбик, последний второго ряда, мы не довязываем до конца, на нем мы будем переходить к зеленому цвету. Итак, провязали 30 столбик второго ряда, не довязали до конца, белую пряжу отодвигаем вот так вот в сторону, подхватываем зеленую пряжу и довяжем этот столбик. Следующие 2 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 30 столбиков без накида, вяжем зеленым цветом. И также 30 столбик второго ряда мы не довязываем до конца, на нем переходим к белому цвету. Продолжаем дальше вязать 2 ряда белым цветом. Точно так же в конце второго ряда 30 столбик белого цвета тоже не довязываем до конца, на нем переходим мы к пряже зеленого цвета и вяжем 2 ряда еще без изменения по 30 столбиков без накида в каждом ряду зеленым цветом. Сделаем это все самостоятельно и уже вернемся к совместному вязанию в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 3-ю часть видео мастер-класса Baby Gnome. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!